Приветствую всех на канале Любители ЗОЖ. На дворе у нас в самом разгаре зима, и поэтому одним из самых популярных запросов в YouTube является запрос на тему «Как подготовить лыжи». То есть, что сделать с лыжами для того, чтобы они лучше скользили. В настоящее время в интернете очень много роликов о том, как подготовить лыжи с использованием профессиональных средств. Не возникает вопросов, как это все сделать, если у вас есть утюг, щетки, смывки и так далее. Но, как говорится, с инструментами и дурак справится. А ты попробуй это сделать в домашних условиях с использованием только подручных средств. Поэтому сегодня я покажу вам 5 простых способов, как подготовить лыжи в домашних условиях. Способы реально рабочие, сам неоднократно их проверял. Если не верите, посмотрите на мою коллекцию медалей. Начнем с самого простого способа и постепенно будем переходить к более сложным вариантам. Самым простым способом улучшить скольжение лыж является чистка скользящей поверхности. Если вы не знали, то когда вы катаетесь на лыжах, скользящая поверхность собирает со снега всю грязь. Глазом ее не видно, но лыжи ее очень хорошо собирают. Поэтому через определенное время скользящую поверхность необходимо чистить. Делается это с помощью смывки. Специализированная смывка продается в разных вариантах. Бывает вот в таких больших бутылочках 500 мл, бывает более дорогая, но предназначение у нее всегда одно и то же. Это очистить скользящую поверхность от грязи накопившейся и от остатков мази и парафинов. Делается это очень просто, поэтому дополнительных каких-то инструментов вообще не требуется. Я беру ватный диск, пропитываю его смывкой, беру лыжу, можно даже стоя. И как видите, ватный диск собирает определенное количество грязи. У людей, которые вообще никогда лыжи не чистили, грязи будет гораздо больше. Такая процедура является вообще обязательной, то есть она является также первоначальным этапом во всех последующих методиках. Хочу сказать, что даже такая простая процедура может значительно улучшить скольжение ваших лыж. И поскольку уж в начале ролика я оговорился, что акцент буду делать именно на обработку лыж в домашних условиях с помощью подручных средств, то скажу вам, чем можно заменить специализированную смывку. Вы можете использовать обычный керосин, бензин, white spirit. Единственный минус этих средств будет в том, что они очень сильно воняют. И поэтому такие работы лучше делать вне дома. Переходим ко второму способу улучшения скольжения лыж. Данный способ также очень простой и практически не требует специальных приспособлений. Я говорю о жидком парафине. Продается он вот в таких емкостях. Сверху имеет губчатый материал. Наносится на лыжу очень легко. Сейчас я вам покажу, как это делается. Так же как со смывкой, можно это делать в любом месте. Стоя, лежа, сидя. Берем лыжу, пузырек с жидким парафином необходимо встряхнуть перед использованием. Затем придавливаем губку к поверхности лыжи. Вот видите, она сдавливается. Придавливаем и наносим. Видим, что поверхность смачивается. Затем сразу же испаряется и остается белесый слой. То есть растворитель испаряется и остается у нас на поверхности лыжи парафин, тоненький слой. Для большего комфорта можно использовать лыжный станок. В моем случае это самодельный станок, который я сделал сам. Ролик по его изготовлению можете посмотреть по ссылке. Либо, если станка нет, то можно использовать старые добрые табуретки. 2 табуретки, и на них кладем лыжу. После высыхания жидкого парафина скользящую поверхность необходимо очистить с помощью нейлоновой щетки. Выполняем движение щеткой, начиная от носка лыжи к ее пятке. Теперь я вам покажу лайфхак для этого способа подготовки лыж. Если у вас нет специальной щетки нейлоновой, вполне можно использовать обувную щетку. Также в точности берем лыжу, щетку и вычищаем структуру. Данный способ отлично подойдет для любителей, так как стоимость жидких парафинов
начинается, наверное, примерно от 400 рублей. Такие парафины обеспечат неплохое скольжение на дистанцию около 5 километров. Конечно, есть жидкие парафины гораздо более дорогие. Они уже, соответственно, и скольжение обеспечивают лучше и имеют более высокую износостойкость. То есть их хватит на большую дистанцию. Следующий, третий способ. Здесь нам потребуется обычный твердый парафин любого производителя, но учтите, использовать его нужно под конкретную температуру. Отличие данного способа от традиционного заключается в том, что мы будем наносить парафин на скользящую поверхность методом натирания. Вот. А плавить его будем с помощью бытового фена. Берем наш брусочек твердого парафина и натираем им поверхность лыжи. Замечу, что это парафин у меня на теплую погоду, поэтому он натирается легко. Парафин на мороз так легко не натереть. Придется усерднее стараться. После того, как мы расплавили парафин на поверхности лыжи, желательно его распределить равномерно. То есть берем губку, заранее подготовленную, и спокойно его размазываем. И вот видим, начинается место, где у нас был нанесен парафин. То есть вот он застывает, лыжа становится белесой. Далее, как и в предыдущем способе, нам остается только почистить лыжу с помощью нейлоновой щетки. Ну, либо обувной щетки. Итак, подводим итоги. Данный способ тоже очень хороший для домашнего применения, позволяет быстро подготовить лыжи и является очень экономичным с точки зрения расходования парафина. Следующий, четвертый способ. Этот способ практически считается как профессиональный, только вместо профессионального утюга мы используем обычный бытовой утюг. По этому поводу много негативных комментариев, что якобы можно сжечь скользящую поверхность, поскольку на таком утюге нет индикатора температуры. Но сейчас я вам покажу, как пользоваться правильно этим утюгом, чтобы не сжечь скользящую поверхность. Берем утюг, он сейчас включен в розетку, и мы видим, что вот парафин плавится и активно дымит. Это означает, что у утюга температура гораздо выше, чем температура плавления данного парафина, и он просто горит. Конечно, вот в таком состоянии наносить парафин на лыжу ни в коем случае нельзя. Поэтому что я делаю? Утюг разогрелся, сейчас я его выдергиваю из сети. Из сети я его выдернул, вот, и дожидаемся, пока он перестанет дымить. Прошло около 5 минут. Ну, видим, вода испаряется, но прям не в бешеном режиме. Поэтому давайте проверим еще раз. Парафин плавится хорошо и при этом нисколько не дымит. Так, давайте я покажу небольшой кусочек. Полностью я не буду это демонстрировать, потому что такой способ подготовки лыж у меня уже описан в одном из роликов. Вот на него ссылка. Так, плавим парафин и разглаживаем. Можно делать по половинкам, потому что лыжа уже не новая. Вот. И заключительный. Вот таким образом. То есть видим, что парафин плавится хорошо, утюг не дымит. Когда мы применяем такой способ нанесения парафина, то парафин образует довольно-таки существенный слой на поверхности лыжи, который не удастся снять обычной нейлоновой щеткой. Здесь нам потребуется для начала скребок. Скребком вот такими движениями мы снимаем вот этот парафин. Затем потребуется металлическая щетка. У меня медная щетка. Медной щеткой проходимся, вычищаем структуру. И уже после этого используем нейлоновую щетку. Если скребок в данном способе мы еще чем-то можем заменить из подручных средств, то найти замену медной щетки вряд ли получится. Поэтому если наносить парафин вот таким способом, то придется раскошелиться и приобрести медную щетку. В завершение описания этого метода хочется, вот как в передачах, в фильмах, табличку добавить и написать:
не рекомендуется повторять рукожопым людям. Потому что вот с таким утюгом действительно можно не проконтролировать температуру и сжечь скользящую поверхность. Последний способ, о котором я хотел вам рассказать, это тоже беспарафинный способ. И способ заключается в применении накаток. Что такое накатки? Раньше уже в моих роликах я как-то использовал накатки, но вот сейчас расскажу поподробнее. Вот такой набор, сама вот эта машинка, накаточка, и к ней прилагается 3 ролика. Сейчас я в руках держу ролик 0,5 мм, то есть я так понимаю, что расстояние между бороздками, которые наносятся, 0,5 мм. Здесь имеется табличка применения этих роликов, и смотрим, то есть коньковые, V-образные, то есть 0,3 мм ролик применяется при холодных условиях, температуре меньше минус 5 градусов, 0,5 мм, который у меня в руках, для средних условий от минус 5 до 0. И еще имеется у меня ролик 1 мм, он применяется от 0 до плюс 10 градусов. Таким образом, у меня имеется 3 ролика, и с помощью них можно покрыть весь температурный диапазон, то есть плюсовая температура, средняя до минус 5 и температура меньше 5 градусов. Сейчас покажу, как использовать накатку. На ней у нас обозначена стрелочкой это направление движения. Здесь обозначено стрелочкой как ставить сам ролик, чтобы получить нужный рисунок. То есть вот таким образом мы его ставим на лыжу, ее, и с небольшим усилием надавливаем и катим. Я проехался немного по парафину, но сейчас я подсвечу, и вы должны увидеть, то есть вот здесь накаточка создала такой V-образный рисунок. Вот, но не стоит бояться, это не значит, что данный рисунок останется теперь навсегда на поверхности. Накатка просто проминает немного пластик. В следующий раз, когда мы будем готовить лыжи с помощью утюга, при нагреве пластик выпрямится, и вот эта временная структура исчезнет. Данный способ хорош тем, что мы наносим на лыжу временную структуру, и она обеспечивает хорошее скольжение на солидную дистанцию. Да, этот способ, конечно, я не могу сказать, что прямо такой домашний, с использованием подручных средств. Данная накатка стоит недешево. Я покупал ее года 3 назад. Она стоила 9000 рублей. Сейчас, наверное, еще больше. Что ж, я показал вам все способы подготовки лыж в домашних условиях, которые сам лично знаю. Если вы знаете какие-то еще способы, напишите о них в комментариях. Будет очень интересно. Для вас ролик пролетел быстро, а у меня уже за окном потемнело. Поэтому, я думаю, пора завершать ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и всем пока!